Континенты, которых больше нет. Жизнь на суперконтиненте Пангея. 250 миллионов лет назад Земля выглядела совершенно иначе. Все современные континенты были соединены в один гигантский массив Пангея. От полюса до полюса тянулась единая Земля. Не существовало Атлантического океана, не было привычных материков. Огромные пустыни сменялись бескрайними равнинами, а внутренние области находились так далеко от морей, что климат становился суровым и засушливым. Мир Пангеи был миром крайностей. Летом температура поднималась до невыносимой жары, зимой наступали холодные периоды. Сезонные засухи уничтожали растительность. Именно в таких условиях начиналась новая эра жизни. После катастрофического пермско-триасового вымирания планета почти лишилась прежних экосистем. Освободившиеся ниши стали стартовой площадкой для новых животных. На болотистых окраинах рек обитали гигантские амфибии. Они напоминали огромных плоских хищников с широкими головами и мощными челюстями, подстерегающих добычу в воде. По суше уже двигались первые предки динозавров. Небольшие, легкие и быстрые архозавры постепенно занимали новые территории. Среди них появились ранние динозавры, такие как эораптор. Это небольшое животное, способное питаться почти всем, что удавалось найти. Животные могли мигрировать на тысячи километров. Один и тот же вид распространялся от будущей Южной Америки до Европы и Африки. Эволюция происходила стремительно. Хищники становились быстрее, травоядные учились защищаться. Рептилии начинали вытеснять амфибий с суши. Насекомые достигали крупных размеров, а воздух наполняли первые летающие рептилии. Но сама Пангея была нестабильной. Под земной корой накапливалась энергия. Континент начал медленно трескаться, суша расходилась, и единый мир постепенно распадался. Этот раскол изменил ход эволюции. Когда Пангея разделилась на Северную Лавразию и Южную Гондвану, животные оказались изолированными. Именно тогда динозавры начали превращаться в разнообразных гигантов, которые позже захватят нашу планету. Пангея стала колыбелью эпохи динозавров, последним моментом в истории Земли, когда вся жизнь существовала на едином материке, без границ океанов и разделенных миров. Как распад Пангеи изменил эволюцию жизни. Когда-то вся суша Земли была объединена в один гигантский материк – Пангея. Животные свободно перемещались по планете, климатические зоны были огромными, а экосистемы – относительно однообразными. Но около 200 миллионов лет назад Земля начала меняться, глубоко под корой нарастало давление. Континент медленно трескался. Огромные разломы заполнялись водой, и единый мир начал распадаться на части. Так возник первый великий геологический перелом – раскол Пангеи. Суша разделилась на два гигантских массива – Северную Лавразию и Южную Гондвану. Этот процесс изменил все. Океаны стали естественными барьерами. Популяции животных оказались изолированными друг от друга. Те виды, которые раньше принадлежали одному миру, начали развиваться независимо. Эволюция ускорилась. На севере, в Лавразии, климат становился более переменным. Здесь появились новые леса и обширные равнины. Именно в этих условиях возникли будущие гиганты, тираннозавры, утконосые динозавры и рогатые травоядные. Южная Гондвана пошла другим путем. Континенты будущей Африки, Южной Америки, Австралии и Антарктиды сохраняли собственные линии животных. Здесь процветали абелизавриды, а также необычные длинношеи титанозавры. Разделение материков создало эффект эволюционных лабораторий. Одни и те же предки, оказавшись на разных континентах, превращались в совершенно разных животных. Где-то динозавры увеличивались в размерах, где-то становились карликовыми островными формами, где-то появлялись новые способы питания и защиты. Менялся и климат планеты. Разломы Пангеи породили новые океаны. Морские течения изменились, усилились дожди на побережьях, возникли влажные тропические зоны. Лесные участки распространились там, где раньше были пустыни. Растения эволюционировали. Вслед за ними менялись травоядные, а затем и хищники. Планета перестала быть единым миром и стала мозаикой экосистем.
Именно распад Пангеи сделал возможным появление знакомых нам динозавров, первых птиц и ранних млекопитающих. Раскол мира не уничтожил жизнь, он дал ей шанс стать разнообразной. С этого момента эволюция Земли уже никогда не была единой. Она стала историей множества миров, разделенных океанами, но связанных общим прошлым. Когда Северный мир только начинал формировать знакомые континенты, на юге существовала другая планета внутри планеты – огромный суперконтинент Гондвана. Он включал будущее Африку, Южную Америку, Антарктиду, Австралию, Индию и Мадагаскар. Это была земля контрастов. Влажные джунгли сменялись засушливыми равнинами, а древний лес стал наполняться речными водоемами. Главными гигантами юга были титанозавры, последние великие длинношеи динозавры. Среди них выделялся аргентинозавр, одно из крупнейших наземных животных в истории Земли. Здесь появились уникальные хищники – абелизавриды, короткомордые, мощные и быстрые. Они отличались от северных тираннозавров. Одним из самых известных был карнотавр – легкий бегун с характерными рогами над глазами, созданный для стремительных атак. Гигантские крокодиломорфы занимали роль водных хищников. Некоторые из них охотились не только в воде, но и на суше. Например, саркозух достигал размеров автобуса и мог нападать даже на динозавров, пришедших к водопою. Пока гиганты доминировали, в тени развивалась новая группа животных – ранние млекопитающие. Небольшие ночные существа прятались среди корней деревьев и в норах, избегая встречи с динозаврами. Их маленький размер, быстрый обмен веществ и ночной образ жизни позволили пережить эпоху гигантов. Изоляция сыграла ключевую роль. Южная Америка развивала собственных хищников, а Австралия превращалась в убежище древних линий животных. Антарктида еще оставалась зеленой и населенной динозаврами. Каждый отколовшийся фрагмент уносил с собой уникальную фауну, но судьба южного гиганта была предрешена. Постепенный распад континента изменил климат, океанические течения и экосистемы. А затем глобальная катастрофа, мел-палеогеновое вымирание, завершила эпоху динозавров. Гондвана исчезла как единый мир, но ее наследие живет до сих пор. Странные животные Австралии, уникальная фауна Южной Америки – все это отголоски забытого южного континента, где когда-то правили гиганты. Сегодня Антарктида – это мир вечного холода и километровых ледников. Но миллионы лет назад все было иначе. В меловом периоде Антарктида представляла собой зеленый континент, покрытый густыми лесами. Здесь росли хвойные деревья и цветковые растения. Температуры были мягкими, а болота кишели жизнью. И все же это оставался полярный мир. Даже без льда Антарктида переживала долгие месяцы темноты. Зимой солнце почти не поднималось над горизонтом, и экосистема существовала в условиях затяжной полярной ночи. В этих лесах жили динозавры. Одним из самых известных обитателей был криолофозавр, крупный хищник с необычным гребнем на голове. Он охотился среди хвойных лесов и речных долин, где скрывалась добыча. Рядом с ним существовали небольшие травоядные динозавры, похожие на ранних орнитоподов. Позднее на континенте появились анкилозавры и другие травоядные формы. Жизнь здесь требовала особых адаптаций. Ученые предполагают, что многие антарктические динозавры обладали крупными глазами для слабого освещения, быстрым ростом, позволяющим переживать сезонные трудности. Некоторые виды могли не мигрировать, а оставаться на месте круглый год. Уникальная стратегия для динозавров полярных широт. Антарктические леса были наполнены звуками насекомых, древних птиц и мелких млекопитающих, скрывающихся под покровом ночи. Здесь формировалась экосистема, не похожая ни на тропики, ни на умеренные зоны. Но изменения уже начинались. По мере распада Гондваны Антарктида отделялась от Австралии и Южной Америки. Океанические течения изменились, континент оказался изолированным, и климат начал стремительно охлаждаться. Континент превращался в ледяную пустыню. После мелпалеогенового вымирания динозавры исчезли. А спустя десятки миллионов лет Антарктида окончательно покрылась льдом. Сегодня под километрами льда скрываются следы мира, где динозавры жили при свете полярной ночи. Напоминание о том, что даже самый холодный континент Земли
когда-то был зеленым и полным жизни. Дрейф через океан и исчезнувший мир динозавров. Будущий индийский субконтинент отделился от южных земель и отправился на север через огромный океан Тетис. Миллионы лет Индия существовала как изолированный островной материк. Океанские течения отрезали его от других экосистем, и животные эволюционировали здесь по собственным законам. На этой движущейся земле жили уникальные динозавры. Одним из главных хищников был раджазавр, мощный южный теропод с характерным рогом на голове. Он представлял линию хищников, почти исчезнувших на севере. По этой территории бродили титанозавры, последние гиганты длинношеих динозавров. Среди них известен исизавр, огромный травоядный, приспособленный к жаркому климату и сезонным засухам. Изоляция создала особую фауну. Необычные яйца динозавров, уникальные хищники и собственные линии травоядных животных. Около 55 миллионов лет назад индийский субконтинент столкнулся с Азией. Это столкновение породило Гималаи и полностью изменило климат региона. Экосистемы смешались, древние линии животных исчезли, а мир индийских динозавров остался только в ископаемых породах. Континент достиг цели, но его доисторический мир исчез навсегда. Сегодня Европа кажется единой сушей, но в позднем меловом периоде она выглядела совершенно иначе. Высокий уровень океанов затопил большую часть материка. Европа превратилась в цепь крупных островов, разделенных теплыми морями. Каждый остров стал отдельным экспериментом эволюции. Изоляция породила явление, известное как островная карликовость, когда крупные животные уменьшаются в размерах из-за ограниченных ресурсов. Так появился мадьярозавр, длинношеый динозавр, длиной всего около 6 метров, в несколько раз меньше своих гигантских родственников. На островах жили и странные утконосые динозавры. Например, телматозавр, приспособленный к жизни в ограниченных экосистемах. Хищники тоже изменились. Некоторые тероподы становились меньше и специализировались на охоте в густых лесах островов, где не было пространства для гигантов. Европа мелового периода была миром миниатюрных динозавров. Небольшие стада, короткие миграции, локальные экосистемы, изолированные водой. Каждый остров развивал собственную фауну, словно отдельный континент в миниатюре. Когда уровень моря позже снизился и континенты сблизились, многие из этих уникальных видов исчезли. Их мир оказался слишком специализированным для изменившейся планеты. Европейский архипелаг стал напоминанием о том, как изоляция способна изменить даже самых огромных существ Земли, превращая гигантов в карликов. Мир хищников, гигантов и забытых экосистем. Задолго до появления человека Африка была одним из самых опасных мест на Земле. Здесь правили хищные тероподы. Одним из величайших охотников был спинозавр, полуводный гигант с длинной крокодилоподобной мордой и огромным парусом на спине. В отличие от большинства динозавров, он проводил значительную часть времени в воде. По соседству существовали и другие хищники. Речные системы Африки были ареной постоянных засад. А необычные динозавры обладали сотнями зубов, приспособленных к поеданию низкой растительности. Африка Мезозоя была экосистемой конкуренции. Этот древний мир исчез задолго до появления людей, но именно он подготовил основу для будущего разнообразия африканской жизни. Самый загадочный из них – континент Зеландия. Почти полностью скрытый под водами Тихого океана, он когда-то был частью древней Гондваны. Сегодня над водой остается лишь Новая Зеландия и несколько островов. Но миллионы лет назад это была большая суша с собственной уникальной фауной. Здесь жили небольшие травоядные динозавры, одни из самых успешных выживальщиков мелового периода. Кто такие орнитоподы? Орнитоподы – это быстрые двуногие растительноядные динозавры. Они не обладали огромными размерами или мощным оружием, но выигрывали за счет скорости, интеллекта и жизни в группах. На территории Древней Зеландии найдены кости небольших орнитоподов, близких к южным формам Гондваны. Мауизавр. Некоторые фрагменты костей указывают на существование еще одного небольшого травоядного динозавра, адаптированного к прохладному климату южных широт.
жизнь у полярного круга. В меловом периоде Зеландия находилась гораздо южнее, почти у Антарктики. Орнитоподы жили в условиях долгих зимних сумерек, прохладного климата и сезонного дефицита пищи. Они могли быть покрыты примитивными перьями, они имели крупные глаза для слабого освещения. Также они мигрировали внутри лесных регионов. Они умели быстро размножаться. Они составляли основу пищевой цепи Зеландии. Именно на них охотились местные тероподы. Фауна орнитоподов показывает, что Зеландия была не изолированным островом с самого начала. Меловые леса Древней Зеландии казались спокойными. Густая растительность, влажный климат и стада мелких травоядных динозавров. Но среди деревьев скрывались охотники. Зеландия долгое время оставалась частью Гондваны, поэтому ее хищники были родственниками динозавров Австралии и Антарктиды. А белизавриды – это скрытые убийцы и вероятные верховные хищники региона. У них короткая мощная морда, сильный укус, и они атакуют из засады. Они не преследовали добычу долго, удар должен был быть точным. Мегарапторы могли населять лесные экосистемы Зеландии. Их оружие – длинные руки, огромные когти и высокая скорость. Такие хищники могли выбивать из стада молодых орнитоподов. Мелкие тероподы, похожие на ранних родственников дромеозавров, вероятно, действовали группами. Они окружали добычу, атаковали с разных сторон и изматывали жертву. Для молодых орнитоподов именно они представляли наибольшую опасность. Экосистема отличалась от открытых равнин Северной Америки. Здесь побеждал не самый крупный, а самый незаметный хищник. Без этих хищников стадо орнитоподов быстро уничтожили бы растительность. Именно давление охоты сформировало их скорость, интеллект и социальное поведение. В лесах Зеландии каждый день был борьбой. Хищник искал слабость стада, а стадо искало шанс выжить. Меловой период – южные широты древнего континента Зеландия. Здесь нет вечного льда, вместо него влажные хвойные леса, заросли древних папоротников и длинные месяцы полярных сумерек. И пока над Древней Зеландией медленно поднимался бледный рассвет, где-то в глубине леса уже начиналась следующая охота. Изолированная Лавразия. Рождение гигантов. В середине мезозойской эры древний мир раскололся. Суперконтинент Пангея начал распадаться, разделяя планету на два огромных материка. На севере возникла Лавразия. Это земля, которая станет колыбелью самых известных динозавров истории. Лавразия включала будущую Северную Америку, Европу и Азию. Но это был не единый материк в привычном смысле. Повышение уровня океанов разделило сушу на цепь огромных островов и внутренних морей. По сути, Северный мир стал гигантским архипелагом динозавров. Изоляция изменила эволюцию. Животные, оказавшиеся отрезанными друг от друга, начали развиваться по собственным правилам. Хищники становились крупнее, травоядные многочисленнее, а экосистемы все более специализированными. Именно здесь появились тираннозавры. Ранние родственники тираннозавра были небольшими и легкими охотниками, но в условиях Лавразии конкуренты исчезали или оставались на южных континентах. Освободившаяся ниша вершины пищевой цепи позволила тираннозавридам эволюционировать в гигантов с мощнейшим укусом среди наземных животных. Одновременно происходила другая эволюционная революция – расцвет утконосых динозавров или гадрозавров. Гадрозавриды превратились в настоящих хозяев растительного мира. Мощные зубные батареи позволяли пережевывать жесткую растительность. Стадный образ жизни обеспечивал защиту. Сложные голосовые сигналы помогали координировать огромные группы. Изоляция также породила необычные формы. В Европе динозавры уменьшались в размерах из-за островных условий. В Азии возникали пернатые хищники и ранние птицы. Но этот мир существовал недолго по геологическим меркам. К концу мелового периода глобальные изменения климата и катастрофа, мел-допалеогеновое вымирание уничтожили большинство динозавров. Лавразия исчезла как единый мир, разделившись на современные континенты. Однако именно здесь, на острове динозавров, появились существа, ставшие символами всей доисторической эпохи. Гигантские тираннозавры и бесчисленные стада утконосых динозавров. Это последние властелины Северной Земли.
Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх и оставляйте комментарии. Жмите в колокольчик, чтобы не пропустить новые и интересные видео от канала «Реальное нереальное».